Когда большинство людей думают о появлении новорожденного в доме, они беспокоятся о бессонных ночах, смене подгузников и обучении роли родителей. Но когда родители Ривер готовились к ее появлению, они столкнулись с уникальной проблемой, которая могла стать либо их величайшим благословением, либо худшим кошмаром. 7 немецких овчарок, 7 мощных, защитных и умных животных, которые годами правили в их доме. И теперь на их территорию должен был войти хрупкий человеческий младенец. Это не просто очередная трогательная история о питомцах. Речь идет о чем-то гораздо более глубоком, о таинственной связи между видами, о древних инстинктах стаи, которые наука до сих пор пытается объяснить, и о трансформации настолько полной, что она бросает вызов всему, что мы, как нам кажется, знаем о поведении животных и семейной динамике. То, что произошло, когда Ривер вернулась домой, опровергло предсказания всех экспертов и раскрыло истину о верности, любви и сопричастности, которая заставит вас усомниться в самой природе понятия «семья». Годами родители Ривер строили свой мир вокруг своих 7 немецких овчарок. У каждой собаки был свой характер, свое место в иерархии и свои отношения с хозяевами. Был Роман, самый старший и мудрый, чей пронзительный взгляд, казалось, понимал каждую эмоцию. Райкер — игривый проказник, который не мог усидеть на месте. Феникс — нежный гигант, который передвигался по дому словно тень. И еще 4, каждый из которых был уникален, любим и являлся неотъемлемой частью тщательно сбалансированной стаи. В доме царил свой ритм. Утренние прогулки, требовавшие военной точности, время кормления по строгим протоколам, вечерние ритуалы, когда 7 массивных тел устраивались на своих законных местах в гостиной. Это был организованный хаос, прекрасный в своей сложности. И это работало. Собаки знали свое место, уважали границы и жили в гармонии со своими вожаками-людьми. Но затем пришло известие о беременности, а вместе с ним и подкрадывающаяся тревога, которую никто из родителей не хотел признавать. Немецкие овчарки — защитники по своей природе. Их веками разводили для охраны и обороны. К тому же они невероятно сильны. Каждая собака весила от 30 до 40 килограммов чистых мышц и инстинктов. Вопросы преследовали их все долгие месяцы ожидания. Увидят ли собаки в ребенке чужака? Не обернутся ли их защитные инстинкты опасностью? Не разрушит ли ревность тот мирный мир, который они построили? Изучение информации только усиливало страхи. Истории о нападениях собак на новорожденных, статистика укусов, предупреждения экспертов о непредсказуемости поведения животных рядом с младенцами. Некоторые друзья советовали отдать часть собак в другие руки. Другие рекомендовали держать их полностью изолированными от ребенка. Но родители Ривер не могли представить свою семью иной. Это были не просто питомцы, это были члены семьи, которые прошли с ними через все. Вопрос стоял не в том, оставлять ли их, а в том, как сделать совместную жизнь безопасной. По мере приближения даты родов напряжение в доме стало почти осязаемым. Собаки, казалось, чувствовали, что что-то меняется. Они ходили за матерью по пятам, их глаза были полны смеси любопытства и беспокойства. Роман, в частности, стал почти навязчив в своем внимании в последние недели. Было ощущение, что он знает, вот-вот произойдет что-то знаменательное, что-то, что изменит все навсегда. В день рождения Ривер ее отец принял решение,
которое могло оказаться либо гениальным, либо катастрофическим. Перед тем, как привести ребенка домой, он принес из больницы одно из ее одеял. 7 пар глаз наблюдали за ним, когда он опустился на колени в гостиной, держа в руках этот маленький кусочек ткани, несущий совершенно новый запах. То, что произошло дальше, стало первым признаком чуда. Один за другим собаки приближались. Не с агрессией или территориальным поведением, а с чем-то, что выглядело почти как благоговение. Они осторожно обнюхивали одеяло, их хвосты начинали медленно вилять, а уши были направлены вперед с любопытством, а не с тревогой. Роман первым осторожно лизнул одеяло, и в этот момент выражение его морды изменилось. Остальные собаки последовали его примеру, и каждая, казалось, поняла, что этот запах представляет собой нечто драгоценное, что нужно защищать, а не бояться. Но настоящим испытанием стало возвращение самой Ривер. Родители подготовились к любому сценарию. Ворота для разделения пространства, запасные планы на случай агрессии и даже договоренности о временном переезде собак, если возникнет необходимость. С бьющимися сердцами они занесли автокресло в дом. 7 пар собачьих глаз отслеживали каждое их движение. То, что произошло в те первые мгновения, превзошло все ожидания. Собаки не лаяли, они не прыгали и не толпились вокруг переноски. Вместо этого они образовали свободный круг на почтительном расстоянии. Их позы были спокойными, но предельно сосредоточенными. Первым подошел Роман, двигаясь с такой рассудительностью, которая казалась почти церемониальной. Он осторожно понюхал воздух рядом с переноской, медленно виляя хвостом, а затем сделал то, что вызвало слезы на глазах у обоих родителей. Он лег рядом с автокреслом, заняв позицию охранника. Остальные собаки последовали примеру Романа. Каждая подходила, чтобы изучить нового члена стаи с нежностью, которая, казалось, исходила из какого-то глубокого инстинктивного понимания. Не было ни ревности, ни территориального поведения, ни признаков агрессии, о которых всех предупреждали. Вместо этого было принятие. Более того, это было усыновление. В эти первые драгоценные минуты 7 немецких овчарок приняли коллективное решение, которое изменило всю их семейную динамику. Дни превращались в недели, и трансформация становилась еще более поразительной. Собаки не просто терпели присутствие Ривер, они приняли свои новые роли защитников и компаньонов. Роман назначил себя ее главным опекуном, редко отходя от нее в первые месяцы. Когда она спала, он спал рядом. Когда она плакала, он оповещал родителей тихим поскуливанием, словно говоря: «Вы ей нужны». Когда приходили гости, Роман вставал между ними и Ривер, не агрессивно, но четко обозначая свою защитную роль. Но дело было не только в Романе. Каждая собака, казалось, понимала свою роль в этой новой семейной структуре. Райкер, игривый пес, научился сдерживать свою энергию рядом с ребенком. Его шумное поведение уступило место нежному любопытству. Феникс стал безмолвным часовым, всегда наблюдающим из тени, готовым вмешаться при необходимости. Остальные образовали защитный периметр, создав живой барьер верности и любви вокруг самого младшего члена стаи. Когда Ривер подросла и превратилась из младенца в малышку, начало происходить нечто еще более
экстраординарное. Она не просто принимала собак как часть своего мира, она начала воспринимать себя как одну из них. Ее первые попытки ползать сопровождались радостным лаем ее четвероногих братьев и сестер, будто они подбадривали ее. Когда она сделала первые шаги, Роман был рядом, и его мощное тело служило ей опорой и придавало уверенности. Подражание началось рано и становилось все более явным. Ривер лаяла вместе с собаками во время их утреннего оживления. Она пыталась есть из их мисок, к веселому ужасу родителей. Она ползала на четвереньках, стараясь не отставать от стаи во время их домашних приключений. Для Ривер не было различий между людьми и собаками в семье. Все они были просто ее стаей, ее братьями и сестрами, ее миром. Связь углублялась по мере того, как проявлялся характер Ривер. Она проявляла интуитивное понимание натуры каждой собаки, уверенно подходила к ласковым и давала пространство более сдержанным. Она научилась читать их язык тела с поразительной точностью, понимая, когда Роман хочет поиграть, а когда Фениксу нужно спокойствие. Казалось, она свободно говорит на их языке общения, выходящем за рамки слов или дрессировки. Но, пожалуй, самым примечательным аспектом было то, как эти отношения изменили самих собак. Эти животные, выведенные для защиты и работы, нашли новое предназначение в воспитании и обучении своей человеческой сестры. Они стали терпеливее, нежнее, более чуткими к тонким потребностям растущего ребенка. Роман, в частности, осознал, что его роль эволюционировала от питомца до наставника, от компаньона до ангела-хранителя. Ежедневная рутина домочадцев адаптировалась под эту уникальную семейную динамику. Время купания превратилось в групповое занятие с 7 собаками и одним малышом, плещущимися в огромном детском бассейне на заднем дворе. Тихий час означал, что Ривер можно найти свернувшийся калачиком рядом с той собакой, которая в этот день заняла самое солнечное место. Время приема пищи требовало четкой организации, чтобы маленькие любопытные ручки не лезли в собачьи миски, но при этом Ривер чувствовала себя включенной в общие дела стаи. Гости дома часто были потрясены увиденным. Малышка бесстрашно перемещается среди 7 крупных псов, и каждое животное инстинктивно подстраивает свое поведение под нее. Ривер могла использовать Романа в качестве подушки во время чтения сказок, лазать по Фениксу во время игр и делиться игрушками с щедростью, которая кажется естественной, когда тебя воспитывают с мыслью, что все вокруг — общее достояние. К 2 годам интеграция стала настолько полной, что невозможно было представить семью как-то иначе. Она научилась ходить, держась за густую шерсть Романа. Она научилась терпению, ожидая, пока собаки закончат есть, прежде чем подойти к их мискам. Она научилась нежности, наблюдая за тем, как массивные животные умеряют свою силу рядом с ее хрупким телом. И самое главное, она научилась любви, глубокой, безусловной и защищающей любви, которая определяет лучшие черты поведения в стае. Дом, который когда-то был организован вокруг 7 собак, превратился в нечто совершенно новое. Пространство, где границы видов растворились
в чем-то более фундаментальном — в семье. Игрушки Ривер были разбросаны вперемешку с собачьими игрушками. Свою маленькую кроватку она часто бросала ради сна в обнимку с тем членом стаи, который занял самое уютное место. Ее распорядок дня был неотделим от ритмов ее четвероногих братьев и сестер, создавая гармонию, которая естественным образом вытекала из глубокого понимания того, что значит быть своими. Но, пожалуй, самое глубокое изменение произошло в том, как сама Ривер видит мир. Для нее идея о том, что одни члены семьи ходят на 2 ногах, а другие на 4, не была странной. Это было просто то, как и должна выглядеть семья. У нее не было понятия об искусственных границах, которые люди часто возводят между видами. Она не понимала, что ее воспитание было необычным или примечательным. В ее мире любовь принимала разные формы, защита была общей ответственностью, а семья определялась не генетикой, а выбором, верностью и готовностью заботиться друг о друге. История Ривер и ее 7 стражей бросает вызов всему, что мы знаем об отношениях между людьми и животными. Она доказывает, что узы, которые мы формируем между видами, могут быть такими же глубокими и преобразующими, как и любые человеческие отношения. Она демонстрирует, что животные способны делать осознанный выбор в пользу того, кого принять в свою стаю, и что этот выбор может изменить динамику всей семьи во благо каждого. Пока Ривер продолжает расти в окружении своей верной стаи, ее родители часто вспоминают страхи, которые когда-то их терзали. Опасения по поводу агрессии, несчастных случаев или сложностей воспитания ребенка среди 7 больших собак теперь кажутся почти смешными. Вместо этого они обнаружили, что любовь, отданная свободно и без остатка, создает свою собственную сеть безопасности. Защитные инстинкты собак не исчезли. Они эволюционировали, стали более утонченными, нюансированными и идеально настроенными на нужды их человеческой сестры. Ежедневные чудеса продолжают раскрываться в маленьких моментах, которые посторонним могут показаться обычными, но для очевидцев они полны глубокого смысла. Ривер делится лакомством с Романом, который принимает его с достоинством короля, принимающего дань. Феникс осторожно отталкивает Ривер от потенциальной опасности с тем же инстинктом, с каким он защищал бы собственное потомство. Райкер умеряет свою игривую энергию, чтобы соответствовать размерам и координации маленькой девочки. 7 индивидуальностей научились функционировать как единая система поддержки для одного маленького человека, ставшего центром их вселенной. Это не просто история о питомцах и их владельцах. Это свидетельство преобразующей силы безусловного принятия, глубоких связей, которые могут возникнуть, когда мы открываем свои сердца любви во всех ее проявлениях, и прекрасной сложности семей, которые предпочитают принимать различия, а не бояться их. Стая Ривер не просто смирилась с ней. Они выбрали ее, защитили ее и помогли ей стать человеком, который понимает, что любовь не знает границ. Семья определяется верностью, а не биологией, и самые глубокие связи часто возникают в самых неожиданных местах. В мире, который часто подчеркивает разделение и различия,
История Ривер предлагает нечто иное, видение гармонии, которое рождается, когда мы выбираем любовь вместо страха, принятие вместо предрассудков и доверие вместо подозрительности. 7 стражей Ривер не просто стали ее защитниками, они стали ее учителями, показывая своими ежедневными действиями, что значит быть частью чего-то большего, чем ты сам, что значит заботиться о других, не требуя ничего взамен, и находить радость в простом акте единения. Продолжая свой путь вместе, эта замечательная семья несет в себе истину, выходящую далеко за рамки их личного опыта. Способность к любви, верности и семейным узам превосходит границы, которые мы привыкли считать незыблемыми. Стая Ривер выбрала ее не потому, что была обязана, а потому что нечто в их древней мудрости подсказало им. Она принадлежит им. И, сделав этот выбор, они создали нечто прекрасное. Семью, основанную не на условностях, а на любви, не на сходстве, а на глубоком осознании того, что порой самые важные узы — это те, что прокладываются через пространство, которые, как нам кажется, нас разделяют. Эта история продолжает разворачиваться каждый день в моментах обыденных и экстраординарных, пока Ривер растет в окружении непоколебимой преданности 7 сердец, бьющихся в унисон с ее собственным. В их мире вопрос не в том, могут ли разные виды образовывать семьи. Вопрос в том, достаточно ли мы храбры, чтобы признать, любовь во всех ее формах обладает силой создавать узы, которые прочнее любых барьеров, которые мы можем себе вообразить.